прошлом видео я показал, как можно приготовить варено-копченую свиную грудинку в обычной кастрюле на плите в квартире. Это видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. В этом видео я покажу, как коптить грудинку горячим копчением, а также расскажу о нюансах кастрюльного копчения, расскажу о минерале, которым я очищаю дым, а также почему копчение в кастрюле предпочтительнее копчения в классической коптильне. И, конечно же, мы сравним варено-копченую грудинку и грудинку горячего копчения. Этот и первый ролик настоятельно рекомендую посмотреть от начала и до конца всем, кто уже коптит или только собирается. Здесь вы точно узнаете много интересного и полезного. Если не так, то можете смело отписаться от меня и послать отдыхать на Бали. Итак, поехали! Мясо солим, промываем, просушиваем бумажным полотенцем, обвязываем и сушим. Подробно об этих этапах можете посмотреть в первой части видео, где я готовил варено-копченую грудинку. Результат копчения в кастрюле, а точнее и правильнее сказать в мини-коптильне, каковой по факту и по сути является кастрюля, точно не хуже, а на мой взгляд даже превосходит по органолептическим характеристикам продукты, приготовленные в так называемых классических коптильнях. Это я могу смело заявить, и в этом убедились уже многие мои зрители. Главное – соблюдать и придерживаться технологии, о которой я дальше подробно расскажу. Для копчения можно использовать кастрюлю из нержавейки, черного чугуна или керамическую. 12 грамм сухой щепы для копчения выкладываем на блестящую сторону фольги. Отражающая способность блестящей стороны фольги на 8% выше, чем матовой. Это обстоятельство является крайне важным при возникновении пиролиза или тления щепы и способствует более быстрому образованию дыма при более низких температурах. Конверт из фольги со щепой плотно укладываем на дно кастрюли, так, чтобы по периметру оставался бортик. Этот конверт выполняет роль дымогенератора и жиросборника. В верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. Если вы проткнете и нижний слой, то жир и сок с продукта будет у вас попадать на дно кастрюли. Это не критично, но старайтесь проколоть только верхний слой. Теперь засыпаю 2 горсти фильтрующего элемента, благодаря которому я очищаю дым. Это цеолит, минерал природного вулканического происхождения, который используется для очистки воды в химической промышленности, как удобрение для комнатных растений и огородничества, даже в качестве экологических наполнителей для туалетов домашних животных. В конце копчения вы увидите, насколько этот минерал эффективен и для очистки дыма от примесей. Конечно же, можно коптить и без него, но с ним продукт получается еще лучше и безопаснее. Выкладывая продукт в кастрюлю, важно, чтобы он не соприкасался со стенками. У меня кастрюля относительно небольшая, на 4 литра, и большой кусок грудинки никак не помещается, чтобы не касаться стенок. Поэтому необходимо по краям кастрюли, где кусок соприкасается со стенками, просто проложить фольгу, причем сделать это так, чтобы нижний край был внутри дымогенератора жиросборника. Так жир и сок, выделяющиеся из продукта, будут стекать по этой фольге в наш поддон, а не на дно кастрюли. Продукт я выкладываю на подставку. В качестве подставки я использую неразъемное кольцо для выпечки из нержавейки, а также металлическую подставку под горячее. В предыдущем видео в качестве подставки я использовал подставку для пароварки из нержавейки. Все эти девайсы вы можете использовать не только для копчения. Они пригодятся и для приготовления других блюд, а приобрести их можно на любом маркетплейсе. В этом видео я буду осуществлять контроль приготовления сразу 2 кулинарными термометрами: с длинным щупом для контроля температуры внутри куска и с коротким щупом для контроля температуры внутри кастрюли коптильни. Короткий щуп использовать не обязательно. Я его взял лишь для того, чтобы вам показать, что процесс копчения в кастрюле ничем не отличается от копчения в обычной привычной коптильне. А также покажу, как вы можете пользоваться термощупом, если отверстие в крышке уже диаметра жала щупа. Для того, чтобы использовать сразу 2 щупа, я откручиваю ручку у крышки, вкручиваю ниппель для термометра. Использовать ниппель не обязательно. Можно просто обернуть щуп фольгой для герметичности. Но с ниппелем, конечно, удобнее. Все это также вы можете приобрести на любом маркетплейсе по более чем доступным ценам. В такой комплектации ваша обычная кастрюля станет покруче самой навороченной коптильни. Ставим кастрюлю на самую большую конфорку и включаем максимальный нагрев. Многие переживают, что при сильном нагреве кастрюля сгорит или дно отвалится. Спешу вас успокоить, этого не произойдет, если придерживаться технологии.
Сильный нагрев кастрюли идет первые 5-6 минут. Это как разогревать сковороду перед приготовлением. У вас же сковорода не деформируется во время разогрева, и дно ее не отваливается. Правда? Многие, кто еще не пробовал коптить в кастрюле, сильно переживают по поводу дыма и запаха, которым, по их мнению, провоняет вся квартира, а соседи обязательно должны вызвать пожарных. Такие опасения возникают даже у тех, кто коптил до этого в классических домашних коптильнях. Спешу вас успокоить и здесь. Придерживайтесь технологии, и все будет в порядке, а соседи сбегутся к вам разве что на ароматы копчения. После того, как началось дымообразование, я дальше процесс контролирую визуально до тех пор, пока дым не начнет менять цвет с белого на желтый, или его интенсивность будет такой, что он начнет немного выходить из-под ободка крышки. В этот момент я выключаю нагрев. За счет того, что я использую фильтрующий элемент, дым образуется примерно на 5-й минуте. В других случаях, когда я не использовал фильтрующий элемент, у меня дым начинал образовываться примерно на 3-й минуте с начала нагрева. При этом дым не такой плотный и не такой желтый, как если коптить без фильтрующего элемента, а также дым быстрее адсорбируется. Градусник позволяет нам поддерживать оптимальную температуру, при которой происходит копчение. Я стараюсь в кастрюле-коптильне поддерживать температуру на уровне 80-90 градусов для мяса и 70-80 градусов для рыбы. На градуснике видно, что температура в кастрюле поднялась выше 100 градусов. Если бы у нас был кусок раза в 3 меньше, то температура внутри поднялась бы еще выше, примерно до 130 градусов. После того, как я выключил нагрев, кастрюлю некоторое время держу без нагрева для того, чтобы температура опустилась ниже 100 градусов. И после этого ставлю кастрюлю на маленькую конфорку и включаю минимальный нагрев. Дальше продукт будет подвергаться только тепловой обработке при минимальной мощности при температуре в кастрюле 80-90 градусов. Благодаря тому, что сильный нагрев идет всего 5-6 минут и нужен лишь для того, чтобы разжечь щепу, запустить процесс пиролиза, за это время продукт просто не успевает так прогреться, чтобы жир начал капать, не то чтобы гореть. Он может гореть только на стенках кастрюли, если продукт будет соприкасаться со стенками. Когда начинает выделяться сок и жир из продукта, то он капает на фольгу, а благодаря уникальным качествам алюминиевой фольги и температурному режиму, который поддерживаем при минимальной мощности конфорки, жир и сок из продукта не горит, а собирается на поверхности фольги. Соответственно, никаких неприятных запахов и вони нет. То есть, в отличие от громоздкой классической домашней коптильни с гидрозатвором, патрубком и трубками для отвода избытка дыма, я просто, благодаря всего лишь стеклянной крышке, не довожу процесс до того состояния, чтобы у меня был переизбыток дыма. В моем случае дыма образуется ровно столько, сколько необходимо для получения отличного результата. И вони у меня никакой нет, благодаря оптимальному температурному режиму, так как жир не горит. Кастрюля достаточно герметична, мобильна, удобна. Стеклянная крышка позволяет видеть и визуально контролировать весь процесс копчения, а также контролировать приготовление обычным кулинарным термометром через отверстие в крышке, а благодаря сферической форме крышки конденсат не капает на продукт, а стекает к краям крышки. Копчение идет на низкотемпературном дыме, идеальном для копчения. Кроме того, кастрюлю удобно хранить, не говоря уже об удобстве мытья громоздкой коптильни или кастрюли после копчения. И кастрюлю я использую также по ее прямому предназначению для приготовления других блюд, чего не скажешь о коптильне. И еще немного поговорим о дыме, как о главном ингредиенте копчения. Дым можно условно разделить на 3 вида. Низкотемпературный, температура тления щепы 300-350 градусов. Это дым белого цвета, с богатым легким ароматом дыма, с различными оттенками и минимальным содержанием смол и канцерогенов. Дым экологически чистый. Именно на таком дыме я копчу в кастрюле. Среднетемпературный, температура тления щепы 350-430 градусов. Это дым с резким запахом и богатым ароматом. Содержание смол и канцерогенов в таком дыме среднее. И дым горения. Температура горения щепы 450 градусов и выше. Это дым серого цвета, как от костра, с резким запахом дегтя. В таком дыме высокое содержание смол, канцерогенов, продуктов полного сгорания. Высокая вероятность возникновения термического ожога на поверхности продукта. Такой дым не только чаще всего получается при копчении на костре, но и, как и ни странно, от дымогенератора, когда щепу разжигают. Чтобы получить богатый дымный аромат продукта и красивый цвет, нужен либо низкотемпературный, либо среднетемпературный дым.
Дым – это типичный аэрозоль, состоящий из мелких твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах, образующихся при сгорании чего-либо. При копчении проходят два процесса. Сначала идет адсорбция, захват ультрамикродисперсных частиц в поверхностном слое вещества, когда частицы дыма оседают на поверхности продукта. Этот процесс наблюдается с начала образования дыма, и именно благодаря адсорбции через 10 минут с начала нагрева дыма в кастрюле уже не будет, но он не выходит из кастрюли, а оседает на поверхности продукта. Это и есть первая часть копчения, а затем идет абсорбция, поглощение, присоединение, растворение вещества во всем объеме другого, когда идет процесс проникновения и насыщения дымом продукта. Это происходит в процессе 12-часовой выдержки уже после копчения. Конечно же, дым немного выходит, но его не больше, чем когда жарите картофель на сковороде. При этом запах от жарки гораздо сильнее и дольше выветривается. Или еще хуже сигаретный дым. А здесь даже не запах, а приятный аромат ольховой или любой другой щепы фруктовых деревьев, который очень быстро выветривается. Главное, не открывать крышку до окончания копчения. Уже через пару часов после копчения никакого запаха дыма у меня в квартире вообще нет. Благодаря стеклянной крышке я точно определяю, в какой момент началось дымообразование, какой вид дыма в моменте в кастрюле и когда необходимо переходить к следующему этапу. Это переставить кастрюлю на самую маленькую конфорку и включить минимальный нагрев. Температура внутри куска достигла 65 градусов. Этой температуры вполне достаточно для того, чтобы мясо было безопасным для употребления и оставалось достаточно сочным. Выключаю нагрев, но крышку не открываю, а даю кастрюле остыть примерно в течение часа вместе с продуктом. Друзья, я никого ничем не агитирую, а просто показываю, как я копчу, рассказываю нюансы и мое видение. Каждый выбирает для себя сам, как коптить, что коптить и стоит ли вообще коптить и есть копченые продукты. Безусловно, во всем необходимо знать меру и коптить правильно, чтобы количество канцерогенов было минимальным. На мой субъективный взгляд, кастрюльное домашнее копчение в этом отношении наиболее чистое и экологичное по сравнению с другими видами классического копчения. Например, когда жарите шашлыки или зажариваете мясо на обычной сковороде до хрустящей корочки, а еще хуже до угольков, в таких продуктах содержится гораздо больше канцерогенов, в том числе таких как бензопирен, чем при приготовлении рыбы или мяса по моему методу. Кроме того, известно, что доля поглощенных вредных веществ находится в пропорциональной зависимости от времени копчения. Я в своем способе использую 12 грамм щепы, и дым воздействует на продукт не более 10 минут. В отличие от многочасового воздействия дыма при копчении, например, дымогенератором, или использования жидких дымов сомнительного происхождения. Вот такая красота у нас получилась. Дым лег равномерно, цвет насыщенный, мясо с богатым дымным ароматом. Это настолько вкусно выглядит и пахнет, что можно просто захлебнуться слюной. Благодаря тому, что мы положили на стенки фольгу, стенки кастрюли остались чистыми. Кастрюля не пострадала. При этом посмотрите на минерал циолит. Он забрал в себя все смолы и поглотил многие канцерогенные вещества. Продукт после копчения мы сразу не едим, а ставим на выдержку не менее чем на 12 часов. Настало время сравнить грудинки, варено-копченую и горячего копчения. По аромату и внешнему цвету они идентичные. По соляному балансу также нет разницы. Оба варианта идеально сбалансированы по соли. Есть небольшая разница по консистенции. Горячего копчения слегка плотнее, но совсем еле уловимо. Разницы практически нет. И имеет красноватый ветчинистый цвет, в отличие от варено-копченого варианта. Это видно на видео. Если пробовать оба варианта с закрытыми глазами, то разница не чувствуется. Они оба просто божественны. Приготовленную таким способом грудинку хотят даже те, кто давно и наотрез отказался употреблять свинину. Надеюсь, видео было полезным и вы не отписались. До встречи, друзья!